Привет! Сегодня мы в режиме «Говорящая голова» и рубрика «Новости». Последний год без СМС-регистрации можно будет посещать Европу гражданам тех стран, у кого с Европой в настоящее время без виз. С ноября 2023 года перед планируемым визитом будет необходимо электронно зарегистрироваться. Для тех, кому больше 18 лет, предположительная стоимость составит около 7 евро. В канадских долларах это 9,5. В Канаде такая система работает довольно давно. Для туристов, приезжающих в Канаду, нужно точно так же регистрироваться электронно перед визитом. Так что теперь наступит полная взаимность. На полпути к выполнению канадская программа «Детский сад за $10 в день». Для справки, нынешние расценки на сады для годовалых двухлетних малышей начинаются от $2000 в месяц, для трехлеток от 1000. Существуют датируемые государством сады, где дешевле, но их мало. Очевидно, что такой ценник мало доступен для большинства. В связи с этим программа доступности садов разрабатывалась в Канаде аж с 1984 года. Тогда сады были доступны вообще только 1% населения. Но все шло ни шатко, ни валко десятилетиями, пока программа не была утверждена, и в 2021 году на нее наконец выделили деньги из федерального бюджета. $30 миллиардов для финансирования до 2025 года. Именно к сентябрю 2025 года планируется выйти на стоимость $10 в день для родителей. А сейчас на полпути. С 1 января 2023 года в Миссисаге, Онтарио, Канада, это у нас, начинают компенсировать 50% стоимости сада. Для работников в Канаде увеличивают годовые взносы на пенсию и на пособие по безработице. Так, пенсионный взнос увеличится примерно с 3500 до $3750 в год, а отчисление на пособие по безработице увеличивается примерно с 950 до 1000 с хвостиком. Итого отберут долларов на 300 больше, чем в 2022 году. Ну, зато и пенсии подрастут. В связи с текущей невеселой ситуацией на канадском рынке недвижимости, где проценты по ипотечным кредитам выросли за год с 1,5-2 до 6,7, а ценники не так, чтобы сильно скорректировались, канадское правительство решило поддержать своих граждан странным методом – запретом иностранцам покупать недвижимость в течение следующих 2 лет. Самое интересное в этой новости исключение. Лицам с видом на жительство все можно. Студентам после нескольких лет в Канаде можно, но только дешевле $500 000. Работающим по рабочей визе можно после уплаты налогов в течение 3 лет. И здания с числом квартир больше 3 можно всем покупать. То есть бизнесу запретов нет. Да, еще одно исключение. Здания для отдыха. Кажется, под это определение можно не только дачи и загородные коттеджи подвести. А вы как думаете? Автомобильный номер в Канаде вы можете получить не только стандартный, как мой старый номер, но и заказать собственный, оригинальный. Стоит это около $300. Однако не все творчество разрешено вывешивать на всеобщее обозрение. Так, в течение прошлого 2022 года было отказано в изготовлении 3300 номеров. В назидание остальным творческим личностям, чтобы даже не пытались снова, список публикуется, и можно получить массу удовольствия, ознакомившись с ним. Итак, что же запрещают? Первым делом нецензурщину. Это самое приличное, в том числе и непереводимая игра слов. Нельзя имена знаменитостей и политиков. Или то, что сложно читается. Новости иммиграции. Не секрет, что у Канады довольно обширная миграционная программа, которая постоянно пересматривается и расширяется. Так, в прошедшем 2022 году в Канаду эмигрировало рекордное количество людей – более 430 тысяч человек. К 2025 году планируют увеличить до 500 000 человек в год и выше. Для сравнения, в 2010 году в Канаду эмигрировало около 280 тысяч человек. В тот год приехали и мы. И о погоде. В Канаде зима, январь. Особенности климата таковы, что в этом месяце положительные температуры сменяются отрицательными, и возникает такое явление, как ледяной дождь. Вот так вот выглядели дома на юге Онтарио.
А в столице Канады, в Оттаве, ледяной дождь привел к тому, что легкое метро встало. При попытке его починить поломали еще больше, и оно простояло 3 дня. Следите за погодой, одевайтесь тепло. Увидимся еще.